На первый взгляд ты просто едешь по дороге. Вода вокруг спокойна, а пейзаж как из открытки, и ничто не выдает, что буквально в нескольких десятках футов под поверхностью прячется инженерное чудо. Добро пожаловать в тоннель Эйресун, один из самых необычных подводных переходов, соединяющих Данию и Швецию. Его уникальность в том, что он словно растворяется в пейзаже. С одной стороны мост, уходящий вдаль, с другой — искусственный остров, на котором мост вдруг исчезает. А за ним начинается невидимый тоннель длиной почти 5 миль, скрытый от глаз туристов и даже местных жителей. Тоннель начинается на острове Пеберхольм, клочке суши, созданном искусственно только ради этого проекта. Архитекторы решили спрятать начало тоннеля именно здесь, чтобы избежать визуального шума в прибрежной зоне и не мешать морской навигации. Такое инженерное решение позволило объединить воздушный мост с подводным тоннелем в одном бесшовном комплексе, и получилось нечто по-настоящему волшебное. Под водой тоннель не просто проложен в трубе. Он состоит из 31 секционного модуля, каждый из которых был построен на берегу, затем буксирован в море и затоплен с поразительной точностью. Более того, конструкция спроектирована так, чтобы выдерживать не только давление воды, но и толчки от возможных корабельных аварий, землетрясения и даже непредсказуемые потоки морской фауны. Создатели тоннеля сравнивают его с гигантским конструктором Лего, только каждая деталь весит сотни тонн. Мало кто из водителей, проезжающих по нему, понимает, насколько грандиозную конструкцию они пересекают. Для них это просто дорога. А теперь представь, ты едешь, ничего не подозреваешь, а над твоей головой десятки футов воды и морская жизнь. И если ты думаешь, что такой трюк с визуальной маскировкой — предел инженерной мысли, то следующая история покажет, на что еще способны люди, когда им нужно добраться до дна. Опасная бездна. Глубина — одно из самых сложных испытаний для инженеров. С каждым дополнительным футом увеличивается давление, растет риск обрушения, а строительные материалы начинают вести себя иначе. Именно поэтому тоннель Сейкон в Японии заслуживает особого внимания. Это самый глубокий подводный тоннель на планете, проходящий на глубине более 700 футов под уровнем моря. Он не просто прокопан, он вырезан в настоящем каменном аду, где один неправильный расчет мог бы привести к катастрофе. Прокладка тоннеля началась еще в середине 70-х годов, когда Япония столкнулась с необходимостью соединить два своих главных острова — Хонсю и Хоккайдо — по земле. Существующие морские перевозки часто зависели от шторма, авиасообщение не справлялось с объемом. Решение — прокопать под дном пролива Цугару. Но никто и представить не мог, с какими проблемами столкнется страна. За более чем 10 лет строительства были зафиксированы множественные затопления, обвалы породы и даже человеческие жертвы. Геологические условия были столь нестабильными, что приходилось изобретать новые способы бурения прямо на месте. Использовалась уникальная техника двойной обделки. Внешняя оболочка тоннеля поглощала основное давление, а внутренняя служила транспортной артерией. При этом температура внутри оставалась стабильной, а влажность — контролируемой благодаря системам вентиляции, которые до сих пор удивляют специалистов своей надежностью. Тоннель способен выдерживать даже удары цунами, благодаря умным гидравлическим амортизаторам и герметическим шлюзам. А теперь представь, по этому тоннелю на высокой скорости проносятся поезда, перевозя тысячи пассажиров, которые даже не подозревают, что под ними давящая тьма и тысячи тонн воды. Но что, если тоннель не просто глубок, а уходит на десятки миль вперед, соединяя государства? Вот это уже совсем другой уровень. Сквозь океан. Когда речь заходит о подводных тоннелях, невозможно не вспомнить о настоящей иконе инженерии — Евротоннеле, соединяющем Великобританию и Францию. Этот тоннель проходит под проливом Ла-Манш и тянется на почти 40 миль, из которых 31 миля — это чисто подводный участок. Это самый длинный подводный тоннель в мире. Идея связать остров с материком витала в воздухе еще с 19 века, но реализовать ее удалось только в конце 20-го. На строительство ушло более 6 лет, а общая стоимость проекта превысила $20 миллиардов. Работы велись одновременно с обеих сторон пролива, и когда две команды встретились под морским дном, разница в выравнивании составила менее дюйма. Инженерная точность, достойная аплодисментов. Но главное — это то, как тоннель функционирует. Через него не просто ходят поезда. Он состоит из 3 параллельных труб, 2 для движения поездов и 1 сервисная. Если возникает авария, система мгновенно перекрывает нужный участок, включаются насосы, и поезда продолжают двигаться, пока спасатели работают. Здесь установлены мощнейшие вентиляторы, система пожаротушения, даже своя железнодорожная полиция, патрулирующая тоннель с помощью дронов. Интересно, что под тоннелем проходят целые колонии морских организмов, а сам тоннель повлиял на миграционные маршруты рыб. Но если ты думаешь, что строить под морем трудно, представь, что тебе нужно проложить тоннель в месте, где земля постоянно трясется. Тоннель в аду. Добро пожаловать в Босфор, пролив, разделяющий Европу и Азию.
Здесь, прямо под беспокойными водами, находится тоннель Мармарай. Инженерное чудо, построенное в буквальном смысле на краю геологической бездны. Почему? Потому что он пересекает зону активного разлома североанатолийской тектонической плиты, ту самую, что уже не раз разрушала Стамбул. Проект считался безумным, но в начале 2000-х Турция решилась построить подводный тоннель, который соединит европейскую и азиатскую части Стамбула, чтобы решить транспортный коллапс, казалось единственным выходом. Однако каждый фут подводного участка приходилось укреплять дополнительными амортизирующими элементами, способными выдерживать не просто землетрясения, а серию толчков с эпицентром в самом проливе. Особенность Мармарая в его системе автоматических аварийных шлюзов и датчиков, которые отслеживают даже малейшие изменения почвы. В случае угрозы тоннель может быть закрыт за считанные секунды. Кроме того, он состоит из затопленных секций, каждая из которых прочно закреплена, но способна сместиться на несколько дюймов, не разрушившись. За время строительства археологи нашли здесь древнейшие корабли, затонувшие еще во времена Византии. Это привело к многомесячным задержкам, но позволило внести проект в учебники, как пример сочетания современной инженерии и культурного наследия. Поезд сквозь воду. Когда тоннель Бэй в Японии впервые открылся для пассажиров, реакция была неожиданной. Часть людей отказалась входить в поезда, другие выходили в панике, почувствовав клаустрофобию. Еще бы, ты садишься в поезд и через минуту оказываешься в стеклянной трубе, вокруг которой темнеет вода. Создается иллюзия, что ты летишь сквозь океан. И все это на высокой скорости. Этот тоннель — часть шоссе Акуа Лайн, которое соединяет два берега Токийского залива. Инженеры не просто построили транспортный переход, они создали инфраструктурный шедевр. Половина пути проходит по надводному мосту, а затем трасса уходит в тоннель длиной почти 6 миль. Главная изюминка — обзорные капсулы, встроенные в конструкцию, которые позволяют взглянуть в подводный мир. Но за этим эффектом невероятная технологическая основа. Система фильтрации воздуха позволяет пассажирам не ощущать спертости, а усиленные стенки из многослойного стекла обеспечивают абсолютную защиту даже от ударной волны. При этом тоннель оснащен шумоподавлением, так что поезд буквально скользит в тишине. Многие приезжают сюда не ради путешествия, а ради опыта, потому что такого ты не увидишь нигде больше. Но не все тоннели так открытые и зрелищные. Есть и такие, которые будто спрятаны специально, чтобы никто не заметил их присутствие. Тайна под шоссе. Иногда ты едешь по шоссе, слушаешь музыку, думаешь о своем и даже не подозреваешь, что уже находишься под водой. Именно так устроен тоннель Кройтбай, проходящий под рекой Клайд в Шотландии. Он начинается в городе и постепенно, почти незаметно, уходит под воду, не оставляя привычных признаков тоннеля. Ни арки, ни массивного входа, ни предупреждающих вывесок. Только когда ты замечаешь изменение звука и легкое давление в ушах, приходит понимание, ты уже под рекой. Этот тоннель построен так, чтобы быть абсолютно невидимым. Причина — не эстетика, а безопасность. Его проектировали так, чтобы скрыть от потенциальных угроз, например, террористических актов или природных катастроф. При этом его конструкция крайне надежна. Здесь применены арочные секции, обложенные стальным каркасом и специальным бетоном, устойчивым к соленой воде и химическим соединениям. Инженеры столкнулись с одной из самых нестабильных почв в Британии — влажный ил, песок, плавуны. Чтобы избежать просадки тоннеля, использовалась уникальная технология инъекционной стабилизации. В пустоты закачивалась специальная смесь, укрепляющая грунт. Кроме того, на всем протяжении тоннеля работают сотни датчиков, отслеживающих малейшие изменения давления, уровня воды и движения земной коры. Самое любопытное, когда тоннель только открыли, многие водители не верили, что они вообще проезжают под водой. Все было настолько гладко и неприметно, что приходилось раздавать специальные буклеты с иллюстрациями. Так родился феномен тоннеля-призрака. Конструкции, которую видишь только в документах и картах, но не в реальности. И если невидимость может быть инженерным решением, то следующий проект — это чистой воды вызов природе. Здесь строили не ради эстетики, а чтобы укротить стихию. Норвежский эксперимент. Норвежские фьорды — это не просто красивые виды, это серьезное испытание для любого транспорта. Горы, узкие морские заливы, нестабильная погода — все это делает передвижение по стране чрезвычайно сложным. Именно поэтому норвежцы решились на амбициозный проект — Лердалский тоннель. И хотя он не полностью подводный, часть его проходит под фьордами. И это место — настоящий полигон для инженерных решений. Чтобы пробурить тоннель сквозь горы и под водами, понадобилось более 4 лет. Участки под фьордами стали самыми сложными. Давление
давление воды, слоистость породы, высокая влажность. Инженеры использовали технологию многократной герметизации на один слой бетона, затем изоляционная мембрана, затем снова бетон. Все это контролировалось в реальном времени лазерной топографией. Ошибка в дюйм могла привести к затоплению. Лэрдалский тоннель стал первым в мире, где применили визуальную нейростимуляцию, специальные световые зоны с разными цветами и пейзажами, имитирующими дневной свет. Это помогает водителям сохранять концентрацию и не попадать в тоннельный транс. Эффект, когда человек теряет ориентацию из-за монотонности подземной дороги. Сегодня этот тоннель признан образцовым, его копируют в других странах, он стал символом устойчивой инфраструктуры и умного подхода к природе. Но есть места, где тонны бетона — это еще не гарантия безопасности. Иногда строят не только ради удобства, но и из страха перед тем, что может случиться. Секрет Японии. Япония — это страна, где стихия всегда наготове. Землетрясения, цунами, тайфуны — здесь угроза не гипотетическая, а ежедневная. Именно поэтому тоннель Камигиото, соединяющий острова региона Кюсю, построен так, словно это не транспортный объект, а бункер на случай апокалипсиса. На глубине более 400 футов под водой проходит автомобильная трасса, усиленная по последнему слову технологии. Здесь применена система многослойной защиты. Не просто бетон и арматура, а специальные сейсмопоглощающие панели, которые при землетрясении двигаются вместе с землей, амортизируя удар. Тоннель буквально играет с тектоническими волнами, не разрушаясь. Кроме того, каждый его элемент задублирован. Электричество, вентиляция, эвакуационные пути — все дублируется с запасом, как на атомной подводной лодке. Есть даже отдельные камеры, где можно укрыться в случае затопления. Они герметичны и автономны. Этот тоннель не так знаменит, как другие, потому что японцы сознательно избегают его рекламы. Он считается стратегическим объектом, в том числе на случай военных действий. Однако эксперты, побывавшие на объекте, утверждают, что это один из самых технологичных тоннелей планеты. Интересно, что пассажиры, проезжающие по нему, чаще всего даже не догадываются, насколько сложная система работает у них над головой. Но в мире есть и тоннели, которые почти никто не используют. Их строили, надеялись, а потом просто бросили. Призрачный тоннель. Где-то на побережье Нью-Джерси, прямо у основания старого порта, скрывается вход в тоннель, о котором давно забыли. Это часть несостоявшегося проекта начала 20 века, когда планировалось соединить материковую часть США с островом Лонг-Айленд с помощью подводной железной дороги. Строительство началось, бурили активно, но вскоре проект заморозили. Причины? Официально — недостаток финансирования. Неофициально — геологическая нестабильность и политические интриги. Сам тоннель почти готов, несколько миль под морским дном, с обшивкой, лестницами, вентиляции, но он никогда не использовался. Его входы заварены, а доступ ограничен. Иногда туда пробираются диггеры и урбан-исследователи, снимают видео, как вода сочится сквозь трещины, как ржавчина съедает старую сталь. Некоторые говорят, что слышали гул, будто тоннель все еще жив. Что удивительно, тоннель настолько прочен, что по расчетам мог бы быть запущен даже сейчас. Вопрос только в деньгах и политике. Это мертвый гигант, забытый шедевр инженерии. А ведь когда-то он должен был стать главным логистическим коридором США. И если этот тоннель остался в прошлом, то наш следующий объект — это шаг в будущее. То, что раньше казалось фантастикой, сегодня уже строится и используется. Будущее уже здесь. В самом центре Арабских Эмиратов скрывается тоннель, который больше напоминает космическую лабораторию, чем транспортный узел. Он соединяет материковую часть Абу-Даби с искусственным островом Аль-Марья, и его основная особенность — полная автоматизация. Этот тоннель буквально управляется искусственным интеллектом. Система мониторинга анализирует каждый элемент конструкции в реальном времени. Датчики отслеживают температуру, влажность, давление воды, наличие микротрещин. Если появляется дефект, об этом мгновенно узнают роботы-ремонтники, установленные внутри тоннеля. Они способны устранять мелкие повреждения без вмешательства человека, заменяют болты, обрабатывают швы, проверяют герметизацию. Более того, система способна учиться. На основе собранных данных она прогнозирует износ и предлагает инженерные решения. Служба эксплуатации тоннеля больше похожа на командный центр НАСА. Здесь работают не просто инженеры, а IT-специалисты, аналитики и даже нейрофизиологи. По тоннелю проходят электробусы и автономные капсулы, которые не нуждаются в водителях. Пассажир садится в кабину, задает маршрут, и система подбирает оптимальное время, чтобы минимизировать нагрузку на конструкции. Это первый тоннель, где транспорт и инженерная сеть работают как единое целое, управляясь цифровым мозгом. Так завершается наш список. От невидимого чуда до цифрового титана. Под водой скрыты настоящие сокровища инженерии. Некоторые из них давно стали частью нашей жизни, другие — пока лишь намек на то, каким может быть транспорт будущего.